Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня я хочу показать вам 5 классных фильмов на русском языке. Я очень люблю эти фильмы. Какие-то из этих фильмов мои любимые. Я все эти фильмы смотрела несколько раз и могу их вам рекомендовать 100%. И что самое главное, эти фильмы можно посмотреть на Ютубе с субтитрами. Какие-то фильмы с русскими субтитрами, какие-то фильмы с английскими субтитрами, но с субтитрами это уже хорошо. Поэтому давайте не будем терять время и начнем смотреть первый фильм. Этот фильм «Формула любви». Музыкальная, романтическая комедия, режиссер Марк Захаров. И это советский фильм об одном молодом аристократе, который любит читать поэзию, который любит жить в фантазиях, и он влюбляется в образ, он влюбляется в статую, которая есть у него в поместье. И он хочет, чтобы великий маг и волшебник, граф Калиостро. Может быть, вы слышали про такую историческую личность, чтобы граф Калиостро оживил эту статую, сделал живой. И эта комедия для меня очень смешная. Там смешные персонажи, и давайте посмотрим на этих героев. Вот это главный герой. И это граф Калиостро. Граф Калиостро приехал в поместье домой к этому молодому человеку. И, конечно, молодой человек хочет, чтобы граф Калиостро остался у него дома, в гостях, как можно дольше. У графа Калиостро сломалась карета. Давайте посмотрим эту короткую сцену. Он бежит. Здесь внизу субтитры, вы должны видеть. И Степан. Это кто? Рабочий? Степан, у гостя карета сломалась? Вижу, барин. Ось полетела. Вижу, барин. Ось полетела. Карета сломалась. И спицы менять надо. За сколько сделаешь? За день За сколько сделаешь? За сколько времени сделаешь? сделаем. А за 2? Ну, сделаем, а за 2. А за 5 дней? Ну, ежели постараться. Ежели постараться, если постараться, можно и за 5 дней сделать. Можно и за 5. А за 10? Ну, барин, ты задачи ставишь. Ну, барин, ты задачи ставишь. Ну, это слишком много просишь. За 10 дён одному не справиться. Тут помощник нужен. Homo sapiens. Бери помощников, Здесь помощник нужен, чтобы за 10 дней сделать. Помощник нужен. Homo sapiens. но чтобы не раньше. Чудные господа, а? Вот, тоже еще Долго одна гостить героиня. собираетесь? От меня зависит. Долго гостить собираются? От меня зависит. Я могу его цитировать, этот фильм. Обожаю. Я думаю, что вы тоже, я думаю, что вам тоже понравится юмор в этом фильме. Следующий фильм, уже современный фильм, называется «Ночной дозор». «Ночной дозор» был снят в 2005 году. И этот фильм основан на книге «Ночной дозор». Книга Сергея Лукьяненко. Когда я была подростком, я обожала эту серию книг. Я читала их кучу раз, миллион раз, наверное, когда была в школе. И, конечно, когда вышел фильм, я сразу побежала в кинотеатр смотреть на большом экране. И эта история, это фантастика, можно сказать, о двух силах. Есть темные маги, есть светлые маги. И они живут в России, в Москве, и происходят разные магические вещи.
Поэтому давайте посмотрим начало этого фильма, чтобы вы почувствовали атмосферу. Атмосфера у фильма очень такая хаотичная, абстрактная. Это начало нулевых и все такое яркое. Посмотрим. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Вот, главный герой пришел к этой колдунье. Давайте посмотрим. Сейчас он будет рассказывать свою историю и что он хочет сделать. Москва, 92-й год. У меня здесь не убрано, проходи в кухню. Кстати, в этой версии фильма качество субтитров не очень хорошее, но я все равно добавила этот фильм, потому что он мне очень нравится, а еще потому что на Ютубе есть версия на английском языке, и можно посмотреть этот фильм на английском языке с прекрасным дубляжом. Поэтому давайте посмотрим сейчас русскую версию немного. Ты садись сюда, Садись. не волновайся. Не волновайся. Кстати, вы знаете, что «ова» в глаголах в русском языке становится «у». Например, фотографировать – фотографируй. Планировать – планируй. Мгм. И волноваться в теории должно быть «волнуйся». И так правильно – волнуйся. Но даже носители иногда говорят это неправильно. Говорят, вот, например, здесь героиня говорит: не волновайся. Ты уж извини, что я тебя сыном-то зову. Мгм. У меня, знаете, такая история. Знаю я твою историю, Антон. Любил ее, заботился о ней. А она 3-го дня взяла, побросала чемодан вещички. Раз, ушла к другому. Да, это его жена, невеста. Сразу после свадьбы она собрала вещи и ушла к другому. Это у меня от бабушки, от мамы. Это у нас семейные. Это от бабушки сила, от бабушки. Главное, непонятно... А что тут непонятного? Ребенок у нее будет. Мгм. И не от тебя. Да ты не бойся, я ее верну. Делов-то. Ну, Делов-то. Вообще, пустяки, не проблема, даже не вопрос. Она ее вернет быстро. ребенок-то назад потянет. К отцу, разлучнику. А отравить невинный плод – большой грех. Да. Да, большой грех отравить невинный плод. Чтобы вернуть жену, нужно травить ребенка. Так что ли? Я Да понял? ты не бойся, я только в ладоши хлопну, он сам помрет, а жена потом мертвого его выкинет, а этот грех возьмешь на себя. Не, ну, Конечно, я- это грех. Берешь? Грех-то? Да. Ну, беру. По рукам? Такая. По рукам. Ну все. Грех берет. Ой, не больно, не больно. Сейчас мы тебе... Она делает коктейль магический. Сейчас все сделаем. Ну что ж, надо помогать людям. Конечно, надо помогать людям. Лимонад, да? Не волновайся. Да не бойся ты. У меня все стерильно. Ну пей. Вы смеетесь, что ли? Это же... А тебе что, ингредиенты нужны? Или эффект? Ингредиенты нужны или эффект? Тогда пей. Всё, пей. Ну? Красная вода. Ладно, не будем. В общем, сейчас магия. Яичко.
ладно, я думаю, на это можно остановиться. Но это такой магический реализм или реалистичный магизм. И, конечно, я не могу вам не сказать о том, что у меня есть программа для изучающих русский язык «Год русского языка». Если у вас уровень русского языка B1, B2, может быть А2+, C1 и так далее, и вы хотите регулярно заниматься русским языком, вы хотите смотреть аутентичные материалы, понимать аутентичные материалы, если вы хотите понимать, как думать на русском языке и как говорить на разные интересные темы, то эта программа для вас. Год русского языка – это 12 вебинаров в течение года и 52 практики. Одна практика каждую неделю. И на 3-м месяце этой программы мы смотрим фильм «Мастер и Маргарита». Наверное, вы слышали о книге «Мастер и Маргарита», автор Михаил Булгаков. Слышали, наверное. И недавно вышел очень классный фильм на русском языке, и мы его смотрели. Поэтому, если вы тоже хотите, вся информация в описании, и я вас приглашаю и жду. А мы продолжаем смотреть следующий фильм. Следующий фильм для любителей детективов, для любителей триллеров – это «10 негритят». Этот фильм снят по роману Агаты Кристи. Также этот роман «10 негритят» сейчас больше известен по новому названию «И никого не стало». Но советская экранизация – это фильм 1987 года, поэтому у этой экранизации старое название. И если вы не знаете историю, я вам просто советую прочитать книгу и потом посмотреть фильм. Первый раз, когда я увидела этот фильм, это были новогодние праздники. Я была очень маленькая, не помню, может быть, мне было 5 лет, и дома были мои двоюродные братья и сестры, и все они смотрели этот фильм по телевизору. Я была самая маленькая, и я тоже хотела смотреть, но мне было очень страшно. Поэтому я вышла из комнаты, и я в чуть-чуть приоткрытую дверь вот так вот смотрела этот фильм, потому что мне было очень страшно сидеть вместе со всеми и смотреть фильм вот так. Итак, о чем эта история, если вы не знаете? 10 человек, которые не знают друг друга, приезжают на один остров, на один маленький остров. И они хотят увидеть хозяина этого дома, хозяина этого острова, мистера Анонима. И скоро, в первый же день, они все по очереди начинают умирать. При таинственных, загадочных обстоятельствах. Давайте посмотрим, как выглядит атмосфера в этом фильме. И этот фильм очень нуарный, очень драматичный. Я смотрела его несколько раз и просто обожаю. В описании к этому видео есть ссылки на 2 разные версии. Одна версия с русскими субтитрами, другая версия с английскими субтитрами. Можете выбрать любую, какая вам нравится. Давайте посмотрим. Так, первый Какие ужин. забавные фигурки. Да, очень забавные. Прошу вас. Сколько их? 10 вроде. Любопытные, Да. любопытные. Вероятно, тут есть какой-то смысл. Вот этот предводитель. Предводитель главный. Угу. А, так это же 10 негритят Да, из 10. детской считалки. Она Считалка. Интересное слово. Считалка – это когда дети, выбирают главного человека в игре. Да? висит над камином у меня в комнате. И у меня. И у меня. И у меня тоже. И у меня тоже. И в моей комнате тоже. Я думаю, просто хозяин впал в детство. Доктор, вы не знаете Констанс Калмингтон? Простите? Думаю, что не знаю.
Это не имеет никакого значения. Весьма непрактичная женщина. И почерк невозможно разобрать. Я начинаю думать, что по ошибке я приехал не туда. Точно такая же мысль пришла и мне в голову. Пришла мне в голову. Он тоже об этом подумал. Они все знакомятся, пытаются понять, что они здесь делают на этом острове. Миссис Оливер, повезло с кухаркой. Простите, миссис Оливер, вы сказали? Да, Миссис Оуэн. никакой миссис Оуэн я не знаю. Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Доктор Армстронг, вы обвиняетесь в смерти Мэри Климс, последовавшей 14 марта 29 года. Эмили Брент, вы виновны в смерти Беатрис Тейлор 5 ноября 31 года. Уильям Блор, вы были... Ну и так далее. Я думаю, вы поняли атмосферу. И какие все красавцы в костюмах. Где еще сейчас можно увидеть людей в костюмах? Мне кажется, нигде. Поэтому тоже я вам советую этот фильм посмотреть как минимум для атмосферы. А если вы хотите что-нибудь смешное, веселое, какой-нибудь мультфильм, то у меня и для вас есть вариант. Я предлагаю посмотреть фильм «Алёша Попович и Тугарин Змей». Это мультфильм, современный мультфильм о богатыре. Богатыри – это, знаете, на Древней Руси такие супергерои. Это герои былин, герои легенд на Древней Руси. И Алёша Попович – это один из богатырей. И что интересного, на что похож этот фильм, этот мультфильм? Наверное, немного на Шрека, потому что в Шреке есть осел, смешной герой. В этом мультфильме есть конь, Юлий. Ну, мы сейчас посмотрим небольшой отрывок прямо сейчас. Все герои спят, но бедный конь не может уснуть. Такое впечатление, что меня никто не слышит. Такое впечатление, кажется, что никто меня не слышит. Конечно же, я всего лишь конь. Хорошо, что ты предлагаешь? Боже мой, кто меня окружает? Ты же богатырь, в конце концов. Возьми лук, пойди в Кто меня окружает? Кто вокруг меня? Ты же богатырь, в конце концов. Возьми лук. лес и убей кого-нибудь. Моисей! Моисей соберет дров, ты огонь разведешь, а Любава с бабулей поесть приготовить. Интересно, что все это время будешь делать ты? Да, вот именно. Ну вы смешные, я же богатырский конь. Вдруг завтра бой, а я уставший. Вот это Юлий. И эта фраза очень смешная. Да, вдруг завтра будет бой, а я не спал. Он богатырский конь. Поэтому это смешной мультфильм. Надо будет посмотреть. И последний фильм. Это тоже комедия, но такая классическая комедия, тоже по книге Ильфа и Петрова. И, может быть, вы слышали про этот фильм, культовый фильм, который называется «12 стульев». Это авантюрная комедия о двух авантюристах, конечно, одном авантюристе, который ищут наследство. Они ищут клад, деньги, бриллианты, которые в одном из стульев. И эти стулья у разных людей. Да, этот клад в одном из стульев, но эти стулья у разных людей. И поэтому эти два авантюриста ходят и ищут эти драгоценности, эти бриллианты. Давайте посмотрим маленький фрагмент об одном из хозяев одного из стульев. И я надеюсь, что вам тоже понравится этот фильм. Итак, это одна из второстепенных героинь, у которой стул. Словарь Вильяма Шекспира
составляет примерно 12 тысяч слов. Словарь дикаря из людоедского племени Мумба-Юмба Дикарь – это дикий человек, да, из племени Мумба-Юмба. составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко обходилась 30 словами. У нее ее словарь только 30 слов. Поэтому, может быть, вы тоже можете выучить только 30 слов и так реагировать. Словами «хо-хо» Эллочка Щукина выражала все, что Так, угодно. давайте я включу английские субтитры. Они тут есть. Так, ага. О, и болгарские, ну, если вдруг вы хотите. В данном случае она сказала: клянусь честью, из этой мужниной толстовки может получиться шикарное платье не хуже, чем у этой несчастной американки. Увидев меня в новом платье, мужчины задрожат и пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Да. Вместо длинных предложений она просто говорит «хо-хо». И это уже означает, что из этого, не знаю, пиджака можно сделать прекрасное платье. Железно. Здравствуй, Еленочка. Привет, парниша. А это что такое? Откуда стулья? Стул. Ха-ха. Даю перевод. Не правда ли, какие миленькие? Скажи после этого, что у твоей жены нет вкуса. Да, стулья хорошие. Подарил кто-нибудь? Ого. Не будь наивным, кто станет делать такие подарки? Значит, ты их купила? Это черт знает, что такое! Ха-ха. Я попросила бы выбирать выражение. Безобразие! Я тебе 1000 раз говорил, ты живешь непосредством. Не учите меня жить. Давай поговорим серьезно. Не учите меня жить. Я получаю 200 рублей. Жуть. Взяток не беру, денег не краду. Подделывать их не умею. Ха. О. Ну вот что. Так жить нельзя. Нам надо разойтись. Колоссально. Ну откуда? Откуда у тебя этот идиотский жаргон? Не учите меня жить. Я могу смотреть дальше. Давайте остановимся. Ну что, дорогие друзья, это были 5 фильмов, 5 моих любимых фильмов на русском языке. Надеюсь, что как минимум один фильм вас заинтересовал, вас заинтриговал, и вы найдете, не знаю, 2 часа, чтобы посмотреть этот фильм. Я желаю вам всего самого хорошего, и если вам интересно поучаствовать в программе «Год русского языка», то для вас вся информация есть в описании. А мы с вами встретимся совсем скоро, и пока-пока!